Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я». И сегодня мы с вами будем говорить о том, как разворачиваются события после развода. Папа, мама, дети. Что происходит между родителями и как это сказывается на детях. Я вам скажу сразу, для меня эта тема не совсем привычная, в смысле я на нее нередко снимаю видео, но меня попросил один из подписчиков мужчин снять это видео, потому что он оказался в ситуации, он хочет общаться с ребенком, но они расстались с женой, и у жены остались претензии к мужу, она ребенку рассказала все, что она думает о его отце, и ребенок отказывается видеться с отцом. Отец платит алименты, хочет участвовать в воспитании ребенка, хочет помогать, но мама сказала, видеть не будешь. То есть, что происходит? Фактически мама пытается доказать отцу после развода, что она может им управлять. Она главная, она самоутверждается, лишая возможности видеть с ребенком. Но думаете, она заботится о ребенке? Она думает о том, что происходит и будет происходить в жизни ребенка? Вряд ли. Самое неприятное в этой ситуации, что пострадает от этого поведения мамы больше всего она сама и ребенок. Как ни странно, тот, кого она хочет наказать, попереживает и со временем успокоится. И чем более будет напористо, чем более агрессивно, чем более нетерпимее себя вести женщина, тем быстрее она убьет желание отца видеться с ребенком и может даже спровоцировать его всячески уклоняться по минимуму, помогать ребенку материально и вообще хоть как-то участвовать в его жизни. Что получает женщина в этой ситуации? Почему она проигрывает? Потому что пока она говорит гадости о своем бывшем муже, тем более ребенку, она находится по-прежнему, вот здесь в своей головушке, находится в конфликте со своим бывшим мужем. А это значит, отношения между ними продолжаются. У нее в голове они продолжаются, а у него уже нет. Он уже с ней развелся, он хочет общаться только с ребенком. Он чувствует свою ответственность и хочет с ним общаться. Она же хочет восстановить отношения с мужем, она хочет ему что-то доказать, она хочет получить от него какие-то сатисфакцию за что-то. Она не хочет и не может, внутренне не может, не имеет ресурса, знаний, понимания для того, чтобы сесть и поговорить с ним или разобраться в своих чувствах и только потом говорить, а что было бы правильно. Она пытается сделать участником конфликта ребенка. Она рассказывает ребенку, да ты знаешь, что твой папа сделал, но ведь сделал-то он не ребенку. Это их конфликт, двоих, мужчины и женщины. И из-за этого конфликта их отношения распались. Но женщина втягивает сюда ребенка. И не дай бог, это мальчик. Хотя, в принципе, и девочке тоже будет несладко. Если ребенок мальчик, что делает она? Она мальчика, своего сына, пытается сделать мужчиной, защитником, чтобы он начал воевать со своим отцом, спровоцировать конфликт. А это значит, парню в жизни продвигаться в будущем будет очень сложно, он будет постоянно конфликтовать с начальством, он будет постоянно неуверенно себя чувствовать, пытаясь отстоять свое место под солнцем, ему будет очень неуютно во взрослом мире, он будет чувствовать себя сильно беззащитным. Если эта девочка и ее вталкивают в эти отношения, в выяснение отношений между папой и мамой, что произойдет? Как бы сейчас неприятно было слышать женщинам этот момент, но девочка чаще всего, может быть, публично или в голос встанет на сторону матери, но в душе она будет на стороне отца. Вы можете представить, что будет происходить в голове у девочки и в ее будущей жизни. Она будет постоянно разрываться между тем, кого она любит и лишена, даже если это не самый хороший отец. Она будет к нему привязана эмоционально больше, чем к матери, потому что если возникнет хотя бы какой-то конфликт, все пики, все стрелы, все обвинения полетят в мамину сторону, а она будет душой рваться. Как только она сможет морально сопротивляться матери, она будет душой рваться к отцу. И мать получает конфликт. В будущем девочка, когда подрастет, сложности в отношениях с мужчинами неминуемы. Она не сможет с ними выстраивать нормальные, здоровые отношения, потому что она не сможет говорить о том, что для нее значимо, она не сможет говорить о том, чего она хочет от мужчины, и она не сможет выстраивать именно взаимный баланс, брать и отдавать в отношениях с мужчиной. То есть она всю жизнь себя будет чувствовать брошенной, преданной, обманутой.
Вот что будет происходить в будущем. Но сейчас от этого не выигрывает ни мама, ни ребенок, когда этот конфликт продолжается. Да, я понимаю, есть отцы, которых на пушечный выстрел опасно подпускать к детям. Я сейчас говорю не об этом случае, а говорю как раз о случае, когда мужчина может и готов помогать в воспитанию ребенка. Не мешайте отцу общаться с ребенком. Да, это больно. Мне женщины пишут, как это так? Он общается с ребенком, ребенок возвращается с этих встреч такой вдохновленный, а я тут тяну на себе бытовуху, я пашу как лошадь, а мне никакой благодарности, а папа хороший. Будьте мудрой, переждите этот период. Дайте ребенку иметь и папу, и маму. Он в будущем вам скажет обязательно спасибо. Но как только вы встанете между ребенком и отцом, вы всегда будете во всем виноватым. И отмыться от этого у вас шанса не будет, ни малейшего. Разве что только отец не помогает ребенку материально, морально, причиняет насилие или слишком опасен вообще из-за своего асоциального поведения. Только это может быть причиной вашего прекращения запрета на общение ребенка и отца. Все остальное дайте им общаться. И пусть они сами между собой выяснят, кто из них хорош, кто из них плох, как нужно, как удобно. Они между собой договорятся. Но тогда вы навсегда будете для ребенка мамой, которая не стала между ним и его отцом. И тогда вас тоже будут уважать. Мудрости вам, дорогие женщины, настойчивости вам, мужчины. И если вы действительно хотите быть хорошими отцами, участвуйте в воспитании своих детей, помогайте им. А не считайте, что если вы увидели ребенка на выходные, на этом ваш склад воспитания ребенка закончился. С вами была Алла Касаткина. Жмем лайки, подписываемся на канал. Ну и до встречи в следующих видео. Пока-пока, мои ласточки.